Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. На своем YouTube-канале я уже достаточно давно, очень подробно, шаг за шагом освещаю весь ход судебного процесса по делу об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняется Вячеслав Зинченко. Сегодня в этом видео я представлю очень важную тему – политическую составляющую этого процесса. Мы с вами разберем ее максимально подробно и обстоятельно. И сделаю я это не для того, чтобы политика каким-то образом повлияла на судебное решение или на ход процесса. Суд обязан руководствоваться исключительно законом, доказательствами и принципами справедливости. Политические пристрастия не должны играть никакой роли. Я поднимаю эту тему, потому что она имеет огромное личное значение для самого обвиняемого Вячеслава Зинченко, а вместе с ним для многих тысяч украинцев, особенно для русскоязычных граждан нашей страны, которые ежедневно сталкиваются с языковой дискриминацией. Давайте разберемся во всем очень детально. Поехали. С самого начала судебного процесса Вячеслав Зинченко занял четкую и последовательную позицию. Он отказывался давать любые показания, которые могли бы быть использованы против него. Он строго придерживался этой защитной тактики, следуя рекомендациям своего адвоката Игоря Сулимы. В рамках этой линии поведения он пытался изображать из себя убежденного бандеровца, ярого украинского националиста. Но к чему в конечном итоге привела эта стратегия? К сожалению, она привела именно к тому, что мы наблюдаем сейчас, в реальном времени, к прямому, жесткому и открыто враждебному столкновению с теми политическими силами, которые позиционируют себя как главные и единственно правильные украинские националисты. Прежде всего с так называемыми фарионистами и партией «Свобода». Именно эти люди и структуры сегодня оказывают беспрецедентное, массированное давление на суд всеми доступными им средствами, как законными, так и теми, которые прямо противоречат нормам украинского законодательства. Они демонстративно и цинично игнорируют один из основополагающих принципов правосудия – презумпцию невиновности, которая четко закреплена в Конституции Украины и в Уголовном процессуальном кодексе. Мы все стали свидетелями того, как София Особа, едва увидев в зале суда Вячеслава Зинченка, сразу начала кричать: «За що ти вбив
мою маму? Давайте честно зададим вопрос. София, а откуда вы с такой уверенностью знаете, что именно этот человек убил вашу маму? На основании каких неопровержимых фактов вы делаете такое заявление еще до того, как суд вынес приговор? Почему вы не дождались окончания полноценного судебного разбирательства, исследования всех доказательств и вступления приговора в законную силу? Такие эмоциональные и категоричные заявления больше напоминают заранее спланированную кампанию по формированию негативного общественного мнения, чем позицию человека, который действительно хочет установить объективную истину и добиться справедливости. К сожалению, точно такое же агрессивное поведение демонстрируют ее многочисленные сторонники и официальные члены политической партии «Свобода». Вот вам и реальное лицо тех, кто называет себя украинскими националистами и якобы стоит на страже закона и справедливости. Они полностью закрывают глаза на очень серьезные, фундаментальные сомнения в доказательствах, которые представила сторона обвинения. Прокурор Петлеваный, прокурор Данилев и другие участники процесса. Мы видим, как гильза буквально путешествует с одного места двора на улице Масарика, 3 в совершенно другое место. Неожиданно она материализуется под колесом белого автомобиля. А ДНК-экспертиза, которая проводилась зачем-то 3 раза. ДНК Зинченко якобы обнаружена на стуле с изменяемой геометрией. Эти и многие другие факты вызывают серьезнейшие обоснованные сомнения в достоверности и чистоте доказательственной базы. Однако, вместо того, чтобы требовать, чтобы все доказательства были безупречными и исключали любые разумные сомнения, как того прямо требует украинское правосудие, представители партии «Свобода» и их сторонники поступают ровно наоборот. Они сознательно игнорируют все эти разумные сомнения и просто кричат на всю страну и на весь мир: Зинченко убил, Зинченко довечно. Такое поведение однозначно свидетельствует о том, что эти люди крайне заинтересованы в осуждении Вячеслава Зинченко, независимо от того, виновен он реально или нет. Более того, их агрессивные действия создают устойчивое впечатление, что именно они сами или те силы, которые они представляют, могут быть причастны к организации убийства Ирины Фарион. И теперь всеми силами пытаются переложить вину на заведомо удобного
и невиновного человека. Давайте углубимся еще дальше. Ирина Фарион с ноября 2023 года находилась под следствием по статье 161 Уголовного кодекса Украины за разжигание вражды, в том числе по языковому признаку. Против нее были и другие статьи, связанные с оскорблением военнослужащих. Она оставалась членом партии ВО «Свобода». У этой партии и связанных с ней людей был очевидный и очень сильный мотив для устранения Фарион, особенно после того, как она начала создавать серьезные проблемы для своего же политического окружения. Бывшая коммунистка, участница многочисленных скандалов, находящаяся под следствием, уволенная с преподавательской должности и публично грозившая возмездием тем, кто ее уволил. Ни следствие, ни суд до сих пор не провели полноценного, глубокого исследования всех этих мотивов. Вместо этого сразу после ареста Зинченко правоохранители получили награды от президента Зеленского за якобы быстрое раскрытие дела. Это тоже очень показательный момент. Добавим сюда и очевидную материальную заинтересованность Софии Особы. После смерти матери она получила 2 миллиона гривен, квартиру в престижном центре Львова, многочисленные ценные подарки и стала публичной фигурой, продолжательницей идей Фарион. Ее интерес в этом деле выглядит далеко не только идеологическим, но и вполне прагматичным, материальным. Таким образом, мы видим 3 силы, которые действуют удивительно слаженно и в унисон. Правоохранительная система, получившая награды, политическая партия «Свобода» с ее фарионистами и потерпевшая София Особа. Все они хором требуют одного – Зинченко довечно. Это очень сильно напоминает именно согласованные, скоординированные действия, фактически заговор части политической и правоохранительной системы Украины, направленный на то, чтобы отвести все подозрения от себя и повесить вину на удобного обвиняемого. С моей точки зрения, как профессионального юриста, Вячеславу Зинченко давно пора кардинально пересмотреть свою позицию в этом процессе. Дальнейшая самоидентификация как украиноязычного, украинского националиста не стоит того, чтобы ее искусственно натягивать на себя. Я очень надеюсь, что он уже увидел настоящее лицо тех людей и тех сил, которых он пытался копировать. Прокуроров стороны обвинения, активистов и руководство партии «Свобода», Софию Особу и всех, кто стоит за ними. Что нужно делать в этой ситуации? Зинченко должен четко, публично и недвусмысленно спозиционировать себя как русскоязычный украинец, которого системно притесняют, дискриминируют и преследуют именно по языковому признаку. Именно поэтому на него сейчас и пытаются повесить это
тяжкое преступление. Только тогда весь этот процесс предстанет перед украинским обществом и международным сообществом во всей своей настоящей красе и правде. С одной стороны, те, кто фальсифицирует доказательства, те, кто имел политический мотив в устранении Фарион, а это партия «Свобода» и ее окружение, и те, кто имеет прямую материальную заинтересованность. София особо. С другой стороны, обычные русскоязычные украинцы, на которых пытаются переложить вину за преступления, хотя в реальности именно они, русскоязычные украинцы, являются настоящей потерпевшей стороной. Ведь в результате убийства Ирины Фарион она так и не была привлечена к уголовной ответственности за разжигание языковой вражды, что нанесло моральный вред всем русскоязычным гражданам Украины. Кроме того, я рекомендую Зинченко глубже обратиться к истории. Он может с полным правом и гордостью заявить, что является русскоязычным украинцем, потомком граждан Великой Болгарии, первого христианского государства на территории современной Украины, образованного еще в VII веке. Русский язык, на котором говорят его родители, имеет глубокие корни и произошел от староболгарского языка. В этом нет никакого противоречия, наоборот, это мощный исторический аргумент, повод гордиться своими древними корнями и требовать действительно справедливого, непредвзятого и объективного судебного процесса. Требовать привлечения к юридической ответственности всех, кто фальсифицировал доказательства, всех, кто оказывает незаконное давление на суд, и всех, кто имеет политическую или материальную заинтересованность в исходе этого дела. Вот такие вот, друзья, подробные и честные размышления о том, что же на самом деле происходит сегодня в этом резонансном процессе. Спасибо, что были со мной до конца этого важного выпуска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и обязательно пишите свои мысли и мнения в комментариях. Я их внимательно читаю. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.